Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. И я хочу сегодня сказать слова благодарности вам, мои друзья, и уважаемым подписчикам, за ваше чуткое и внимательное отношение ко мне лично, к картинкам, которые наша студия производит. И вы внимательно и чутко следите за тем состоянием студии, как многие успели отметить, что в моей студии на книжных полках очень много книг. Да, действительно, книги – это достояние народа, это дух народа, это его достояние, это дух нации, каждой семьи. И, естественно, когда мы выезжали за пределы Казахстана, мы вывезли с собой большое количество книг. Ну, во-первых, это была художественная литература, техническая литература, научная литература. Как энергетик я с собой вывез большое количество технической и научной литературы по энергетике. В частности, были мои книги, которые я лично сам писал, находясь в Казахстане. Это энергетическая политика Казахстана, это развитие энергетики Казахстана и ряд других книг. Это является тем достоянием, которое я лично внес свой вклад в развитие энергетики, мое видение. И, естественно, эти книги приехали ко мне, благодаря которым я сегодня и провожу аналитическую работу по состоянию дел в энергетике Казахстана. Лейла Калибековна привезла сюда свои книги по телевидению, радиовещанию. Ну и, конечно же, поскольку Лейла Калибековна по первому образованию инженер-экономист, мы привезли большое количество книг по экономике, которые позволяют нам себе сегодня здесь, в Европе, чувствовать себя уверенно в области развития экономики, в том числе экономики Казахстана, дает нам основания делать свои экспертные заключения и проводить соответствующие анализы. Приехав сюда, в Швейцарию, в Женеву, при многочисленных встречах с общественниками, с политическими деятелями, с учеными, мы почувствовали, что отдельным фондам, школам, колледжам, высшему учебному заведению требуется дополнительная литература на русском языке, и мы много детской литературы отдали в детские фонды. Научную литературу мы передали ученым, соответствующие энциклопедические издания мы передали конкретным лицам, которые работают по тем направлениям, книги, которые как раз и раскрывают сущность того или иного вопроса. То есть книги эти нашли достойное применение здесь, в Швейцарии, в вопросе воспитания подрастающих поколений. И я лично рад и горд тому, что именно эти издания сегодня работают как специальное пособие для воспитания современной личности. Не успели мы поменять студию и интерьер в студии, как много моих недругов затрубили во все колокола о том, что какой же Храпунов оппозиционер, когда за его спиной находятся книги Нурсултана Назарбаева, и он на сегодня является никем не оппозиционером, а человеком, который поддерживает Нурсултана Назарбаева. И отдельные мои подписчики, друзья тоже задали мне вопросы, почему за вашей спиной находятся книги Нурсултана Назарбаева. Хочу всех вас успокоить, особенно моих друзей, моих подписчиков, что за моей спиной нет книг Назарбаева лично, и нет хвалебных книг о Нурсултане Назарбаеве и его клике. Это книги, которые написал я уже говорил об этом. Назрела ситуация, когда нужно было объяснить всем вам, что за книги стоят за моей спиной. Да, я написал книгу о преступлениях Нурсултана Назарбаева. Она была переведена с русского на французский, английский, немецкий языки. И, естественно, каждое издание делала свой дизайн, свою обложку. Ну, в частности, с правой стороны стоит книга с изображением карикатурным Нурсултана Назарбаева,
И мне именно эту обложку сделал Канат Ибрагимов. Это наш художник, который вынужден проживать в Соединенных Штатах Америки. Книга, где Нурсултан Назарбаев стоит с Николя Саркози, это книга на французском языке, которая как раз и раскрывает преступную деятельность Николя Саркози и Нурсултана Назарбаева уже на французском языке. Да, конечно, я стараюсь пиарить свои книги, поскольку в них говорится только правда, и у нас, откровенно говоря, ничего кроме правды не осталось для того, чтобы можно было вскрыть преступный характер Нурсултана Назарбаева и его, так сказать, сообщников, которые сегодня грабят Республику Казахстан. Кто желает, я уже говорил, что моя книга, аудиокнига сегодня находится на YouTube. На моем сайте viktorkhrapunov.com вы можете прочитать мою книгу. Ну и, естественно, я стараюсь пропагандировать то, что я выпустил, издал, разослал по всем посольствам. Конечно, мы захватили с собой, привезли сюда книги по истории нашей родины Казахстана. И для нас это очень важно, поскольку наш папа Данияров Калибек Каирбаевич написал 16 книг по истории Казахстана, в том числе написал альтернативную историю развития Казахстана. 3 книги – это «История гуннов», «Чингисхан» и «История Золотой Орды», были переведены французскими издателями на французский язык, и сегодня они имеются в свободном продаже на Амазоне. Библиотеки Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая и ряд других институтов закупили эти книги как исторические книги. Лейла Калибековна тоже выпустила книгу об определенном этапе своей жизни. Сегодня она издана на французском языке, сейчас она перевела ее на русский язык. И мы прорабатываем сейчас вопрос о переводе этих книг на казахский язык. Конечно, как я уже сказал, что книга – это история, это дух нации, дух народа. Я привез много книг казахских писателей, поэтов, которые имеют дарственные надписи. И мне очень приятно, что такие выдающиеся писатели, поэты подарили мне свои книги с авторскими надписями. И я ценю и дорожу этими книгами. Хочу еще сказать, что вот в этом сегодня виртуальном пространстве книга, как самый главный помощник, дает основание сказать, что, опираясь на богатство этих изданий, человек никогда не потеряется в этом виртуальном пространстве, в интернете, и будет чувствовать себя очень уверенно. Конечно же, я сам очень много читал, и сейчас перечитываю, находясь здесь, книги классиков советской, русской литературы, казахской литературы. И хочу сказать всем, особенно молодым людям, что богатство именно хранится в книгах, в тех оборотах речи, в тех словах, в тех связях. И это действительно является достоянием всех жителей нашего Казахстана. Хочу сказать именно молодежи: не увлекайтесь только интернетом, читайте книги. Суть и богатство заложены там. Если вы их откопаете, вы будете самыми богатыми людьми на этом белом свете. Хочу отметить еще, что моя книга на русском языке вышла с фотографией на обложке, там, где один из первых небоскребов в нашей столице, бывшей городе Астана, ныне Нур-Султан, здание Министерства транспорта и коммуникаций загорелось, и вот этот пожар был снят фотографами, и я специально поместил на обложку моей книги на русском языке для того, чтобы показать всему миру, что вот эта показушность власти Казахстана, власти Назарбаева, когда строят небоскребы, не готовят соответствующие технические средства для тушения возможно возникающих всяких последствий,
А народ столицы Казахстана – это народ очень острый на язык. Достаточно сказать, что это здание жители Астаны в то время прозвали зажигалкой. И она должна была загореться, она загорелась. И не было технических средств, а единственный вертолет, что был в ЧС, в этот момент не смог подняться в воздух, и здание горело до тех пор, пока не выгорело все, что могло там выгореть. Поэтому я очень бы хотел, чтобы наряду вот с этими помпезными зданиями появлялись и те средства, необходимые для обеспечения безопасности и жизнедеятельности нашей столицы. И вот, уважаемые мои подписчики, друзья, хочу сказать, что не успели еще затухнуть звуковые волны от моего эфира по незаконной продаже 2 гидроэлектростанций Восточного Казахстана, Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС, как буквально несколько дней тому назад мой ролик получил конкретное подтверждение со стороны властей Казахстана. Восточный Казахстан получил телефонограмму от КИГОК о том, что будет производиться ограничение поставки электрической мощности из КИГОК в Восточный Казахстан. Вот то подтверждение того, что было сказано мною. Но об этом в моих следующих передачах. До новой встречи. Спасибо вам за внимание.